Меня зовут Валентин, я предприниматель, занимаюсь продажей и установкой ПВХ-конструкций в 18 городах юга России. Это Ставропольский край, Ростовская область, города Адыгеи. Занимаюсь уже 7 лет этим бизнесом и продолжаю это делать, в общем, пока успешно. Когда была маленькая компания, я обучался с самого начала, и у меня хватало времени координировать свою команду, которая состояла на тот момент ориентировочно 15 человек. И несмотря на то, что у них было недостаточно компетенций, как руководителей, как специалистов, мне хватало времени контролировать их и передавать свой опыт, и в каждую единицу времени говорить, что и как нужно делать. То есть они пользовались моей компетенцией. Но когда компания начала расти, я столкнулся с проблемой, что мы научились наращивать быстро оборот компании, но при этом чистая прибыль, она либо не росла, либо уменьшалась. Мне, конечно, было это очень непонятно. То есть вроде есть рост компании, то есть сотрудников становится больше, но прибыль почему-то не росла. Меня это очень расстраивало. Я начал разбираться, в чем, собственно, дело. И я понял, и я, конечно, пошел к специалистам, пошел к руководителям среднего звена и начал смотреть, что они там делают. Но я, конечно, был шокирован, насколько банальные ошибки люди допускают. У меня было несогласие, потому что я проводил семинары, я проводил вебинары, я проводил собрания координации, и я всем рассказывал, что и как нужно делать. И мне не было понятно, почему я не был сотрудниками понят, и почему они не делают так, как я им рекомендовал на своих внутренних семинарах, которых для них проводил. Ведь говорил все правильно, говорил все по технологии, говорил то, что сам использовал в своей работе, и это почему-то не работало. Я понял, что что нужно копать в сторону обучения, то есть технология обучения не работала по факту. Как бы мне ни казалось, что я делаю все правильно. Я понял, что подход к обучению нужен более детальный, более компетентный. Я начал изучать литературу, как правильно обучаться, начал изучать технологии обучения. Тогда я увидел, технологию прояснения слов и просто разобрался в этом. И я понял в необходимости компьютеризации в отношении обучения, в том, чтобы я мог эффективно обучать любого сотрудника в своей компании, а у меня сейчас их больше 120. Я начал поиски. В каталоге Vice я нашел ребят, которые разобрались в этом еще лучше, чем я. И не только разобрались, и создали продукт, который я был просто удивлен, насколько он был практичным, красивым и должен эффективно работать. Вот. Когда я разобрался в этом продукте, я понял, что это то, что мне надо. Продукт назывался Unicraft, то есть это платформа, где полностью была учтена вся та технология обучения, которую я хотел внедрить. И там был исключен человеческий фактор, потому что то, что нужно контролировать для обучения любого сотрудника, там было компьютеризировано, и программа это делает сама. То есть, по сути, я увидел автоматизированного супервайзера, который просто не даст права обучаться не по технологии неправильно. То есть, что я имею в виду? Там был четко выдержан градиент. Это первое, что мне понравилось. Это то, что допускают много супервайзеров и сами обучающие. То есть это означает, что если ты не разобрался в первом уроке, ты не перейдешь во второй. И если даже сам сотрудник посчитает, что он разобрался в первом уроке, он не перейдет во второй, пока не подтвердит администратор, который это все контролирует. Кстати, хочу отметить, что управление администратором тоже очень простое, и не нужно иметь какого-то специалиста с образованием. Достаточно просто самому написать правильные ответы, и он просто синхронизирует, что ответил сотрудник и что написано в том ответе, который я, как создатель обучения или курса, желаю услышать от своих сотрудников. Он просто сверяет, правильно ли ответил сотрудник или нет. И здесь просто очень легко исключается время на обучение супервайзера. То есть программа позволяет полностью компьютеризировать обучение и с наименьшими ресурсами. Программа была внедрена, и уже получены результаты. Я наблюдал за руководителями и уже видел, как они уже не идут ко мне и не спрашивают, как мне справиться с этой ситуацией. То есть они вспоминают то, что они проходили, то, что им пришлось раньше
подтвердить свои знания через администратора, я вижу, что у них уже много ответов на те трудности и ситуации в работе, с которыми они сталкиваются. И они уже знают, что с этим делать, потому что я на своих видеороликах заранее рассказал для каждой должности, для каждого руководителя, что нужно делать, самое главное, как это нужно делать, в какое время и для чего. То есть компетенция моего ключевого состава в первую очередь очень быстро выросла. И я увидел просто ускорение своей компании в плане организации и дохода. И хочу поблагодарить создателей платформы Юникрафта, это Андрея и Артема. Отличные ребята, которые действительно знают толк в обучении и помогают предпринимателям, зная, с какой проблемой они рано или поздно столкнутся. Большое спасибо.